Светает, мы выехали из Тираны, наш путь займет около 4,5 часов. Холодно. В маршрутке очень холодно. Сегодня наша конечная цель – это национальный парк Вальбона. Ребят, всем привет, доброе утро. Мы сегодня опять находимся на озере Коман. Озеро я вам показывала в одном из прошлых выпусков, но сегодня я вам покажу немножко другой кусочек Албании. Горную Албанию, альпийские деревни и просто очень красивые места. Долину Вальбона, реки, источники и водопады. Сейчас мы сделали остановку в очень красивом месте. Это такая зона релакса и небольшая база отдыха. Здесь можно пообедать и просто уединиться и побыть на озере. Там столько рыбок плавает, вообще они маленькие-маленькие. Мы только что видели, как змея съела вот такую рыбищу. Пока мы здесь, расскажу вам немного о Вальбоне. Национальный парк Вальбона граничит на севере с Черногорией, на западе с национальным парком Тет, а на востоке с природным заповедником реки Гаши. Также в Вальбоне большое разнообразие пешеходных маршрутов, и можно отправиться на лодке на прогулку по озеру Коман. Сейчас как раз мы проезжаем вдоль него, и это просто неописуемая, нереальная красота. Совсем недавно в одном из своих видео об Албании я показывала вам уже это место и эту дорогу. Мы проезжали здесь. И сейчас извилистыми горными серпантинами мы постепенно приближаемся к туннелю, по которому мы проедем к терминалу Коман. Вот как раз этот туннель, и мы прямо на автобусе заезжаем на паром. Сейчас мы зайдем на этот паром. Народу немерено. Здесь проверяют билеты, и мы поднимаемся вон туда наверх. Куча машин заехала на паром. Посмотрите, будет видно или нет, не знаю. Рыбки плавают. И там такая большая только что приплыла. Я как-то наверх не сильно хочу идти, поэтому, наверное, мы останемся тут. Здесь на верхней палубе муравейник. Ну что, Таюся у нас самая хитрая, она спустилась на более нижнюю палубу, на вторую, и заняла вот таких 3 стульчика, а вот та вся толпа осталась там наверху, там реальный муравейник, шумно, все друг на друга дышат коронавирусом. Короче, остались мы здесь. Кстати, Шикарно, у нас VIP-места. Кстати, тут есть еще, если спуститься этажом ниже, комната, куда заходишь, там много диванчиков, но я не знаю, это бесплатно или нет, но там классно, конечно. Туда не пускают, я уже смотрела. Но, во-первых, там закрытое помещение, а здесь мы на свежем воздухе. На этом пароме мы проведем 2 часа, обплывем Коман и выйдем в Фиерзе. Сейчас мы, скорее всего, немного покушаем, так как на заправке мы не успели поесть, была очень короткая остановка. У нас будет завтрак здесь в теньке. Ну куда ты полезла? Все, еще 10 минут, и мы отплываем. 10 евро билет. Тая стоит и подкармливает рыбок моими блинчиками. О, гуси такие огромные. Стайка. Тая, оставь нам покушать. Тая. Сейчас посмотрим. Все, Тая. Когда мы сюда сели, тут не было абсолютно никого, а сейчас сюда пришли много людей. И мы так радовались, что мы одни. Рано радовались. Озеро Коман является водохранилищем на реке Дрин. Водоем окружен густыми лесистыми холмами, вертикальными склонами, глубокими ущельями и узкой долиной. Озеро Коман – это искусственный водоем протяженностью 72 километра. Он появился в 1986 году из-за создания гидроэлектростанции. Это не просто озеро, скорее по виду оно похоже на реку, которая проходит по каньону. Коман называют албанской Норвегией.
На берегах виднеются домики местных жителей, но живут они здесь только в летний период, эко-поселение. Электричества здесь нет, связи тоже нет. Здесь можно остаться на несколько дней в гостевом домике. Чем заниматься? А ничем. Уединиться с природой и балдеть. Ни телевизора, ни интернета, ни мобильной связи. Здесь такое узкое место. Плыть нам осталось примерно минут 20. И мы будем в Ферзе. И вот мы въехали в долину Вальбона. Это самое красивое место Албании. Название этой долины было дано от горной реки и одноименной деревни Вальбона, которая находится на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Наша дорога продолжается вдоль каньона и живописных деревушек. В Вальбоне водится мраморная форель, очень вкусная и редкая рыба. Здесь очень разнообразная флора и фауна. На территории Вальбоны можно встретить бурых медведей, волков, кабанов, косуль и диких коз. Также парк является домом для 145 видов птиц. Они такие слизкие. Ну а какая она еще рыба должна быть? А вокруг горные вершины. Красота. Поймала? Нет. Холодная очень вода, прямо ледяная. В этом отеле мы переночуем одну ночь. Сейчас у нас, если здесь будет обед, и потом мы пойдем к водопаду очень красивому. Наверное, уже будет темно, мне так кажется, пока мы туда доберемся. Обед у нас это традиционная албанская кухня, и мне очень нравится. Очень много мяса, брынзы и сыров. Вкусно. Я уже знаю, что сюда я хочу обязательно вернуться следующим летом. На неделю как минимум. Здесь целое форельное хозяйство. Я думаю, что эту форельку мы сегодня будем на ужин кушать. Холодная вода? Здесь, конечно, для деток маленьких очень много всего. Детские площадки красивые. Но Алиса осталась дома, потому что ей бы был тяжел этот переезд. Ты распугала всю рыбу. Сейчас они ко мне подплывут, я надеюсь. Так мало места. Так ее ж вылавливают и готовят потом в ресторане в этом, конечно. Не домашние. Вот такая клетушечка на одну ночь. Но нам здесь только нужно переночевать. Нам дали самый маленький номер, да еще и самый последний, поэтому я пришла и попросила, чтобы нам дали домик побольше. И Тае пошли навстречу, Тая молодец. И дали нам вот такой вот коттеджик, свой собственный. А у остальных всех номера обычные в корпусе. А у нас вот так вот классненько. Заходи. И вот такой вот у нас коттеджик. Да, я добилась своего. Ну, молодец, так и надо, конечно. Это я уставшая думаю, да ладно, поспим там, где есть. А Тая нет. Вот так. Таюся у меня молодец. А сейчас мы быстренько переоделись и едем к водопадам. Вот на таких машинках мы сейчас будем подниматься к водопаду Рогами. И еще никого нет. Сейчас еще народ, наверное, привалит. Трясет вообще ужасно. Это вообще
Думаю, что если бы нас не подвезли пешком к этому водопаду, мы бы шли часа 4 точно. Горное бездорожье, у меня уже все болит, буду вся в синяках. Смотрите, как охлаждают банки с пивом и с соком. Это чьи-то? Это магазин. Вот здесь начинается тропа к водопаду Рогами. Ну, кстати, в купальниках, походу, только мы, потому что вечер уже прохладно. Я вообще не знаю, залезем ли мы в эту ледяную воду или нет, но мы сделаем попытку. С этого места до Тета ровно 10 километров пешком через горный перевал. Трек 6-7 часов, перепад высот 1000 метров. На машине это круг в 265 километров, потому что автомобильной дороги между Вальбоной и Тетом нет. А в это время мы пешочком поднимаемся к водопаду. Рогами через лес, по лесным тропам, тенек, хорошо. Вот какая-то группа туристов нам навстречу идет, их много. Долина, парк и все окрестности известны сильными снегопадами, которые начинаются в начале ноября и длятся почти до мая. В национальном парке вы можете покататься на лыжах, заняться альпинизмом, рыбалкой, походами по разным маршрутам. Лезем вверх. Вода закончилась, мы уже все выхлебали, а идти еще далеко, а купить здесь негде. Конечно, мы поздно приехали, долго были в дороге и, естественно, поздно вышли к водопаду. Идем через лес, воды взяли одну бутылочку, ее больше нет. Надеюсь, сейчас будет какой-то родник и хотя бы воды наберем. По указателю было написано, что 800 метров. Я надеюсь, что еще немножко осталось, потому что у меня жажда страшная. Тая сама не пошла под холодную воду, под холодные струи, а дядю вон припрягла набрать ей в бутылочку воды. Ну скажи хоть спасибо. Да? Возьми воду свою. Давай я возьму бутылку у тебя, а ты пойдешь без нее. Обувь неудобная. Сама удивилась, но вернулись мы в наш коттедж засветло. У тебя ключ был? Да. Вот я смотрю на этого ребенка. Что ты делаешь, Тай? Вот что ты делаешь, скажи. Можешь успокоиться и просто попить какао? Это лед, прекрати, Тай. Сейчас мы уже будем ужинать. Я с мамой заказала рыбу. Можно было еще мясо. Тай, жалко его. Она его так жалела, хотела перенести его, спасти. По-моему, кому-то уже пора спать. В следующем выпуске вы увидите наш второй день в Альбоне, а также мы отправимся в Республику Косово, в один из самых красивых городов Призрен. Спасибо за ваши комментарии и слова поддержки в это не совсем легкое для нас время. И сегодня, монтируя этот выпуск, я поймала себя на мысли, что я не была дома полгода.